теме сексуального образования мало кто говорит о важной современной проблеме. То, что стало для многих подростков, юношей и взрослых совершенно обычной и регулярной вещью. То, о чем в обществе открыто не разговаривают и табуируют. И то, что превращает нас в тупых зомби, уничтожая восприятие удовольствия, любви к себе и своей сексуальности. Порнографическая зависимость. Как вы понимаете, сегодня мы поговорим на очень серьезную и взрослую тему. А когда, как не в ноябре, о ней поговорить? Для многих просмотр эротики или чего похлеще – это регулярное, порой ежедневное занятие. Большинство юношей, которые зависимы от подобного вида возбуждения, даже не смогут себе в этом признаться и понять, от чего именно они зависимы, считая это обычным и здоровым желанием. А это действительно огромная проблема. Согласно статистике, преимущественная часть аудитории сайтов для взрослых – это мужчины – 65%, а средний возраст – 37 лет. Если не брать в расчет, что проверка возраста на подобных сайтах очень легко обходится. Однако эффект от порнографии для парней и девушек во многом отличается, как и отличается наша биологическая цель. На протяжении 3 лет проводилось исследование о влиянии порнографии на сексуальное здоровье взрослых, где выяснилось, что чем чаще мужчины смотрели порнографию, тем ниже у них была самооценка и ниже удовлетворение от настоящего полового акта. Для девушек ситуация в плане самооценки оставалась схожей, однако преимущественно порнография влияет положительно на получаемое удовольствие девушки от секса и позволяет ей лучше понять свое тело и свои предпочтения. Поэтому вопрос о воздержании, проблема порнографической зависимости и фетиши – это в основном проблема большинства современных мужчин. Ведь дело в устройстве нашего мозга. С момента, когда мы были древними людьми, находили партнера, оставляли потомство и умирали к 30 годам, и до сегодняшних дней, когда знакомиться можно в интернете хоть каждый день и потреблять гигабайты порнографии на портативных устройствах, прошло не так много времени. По крайней мере, для нашего мозга. Мы можем каждый год обновлять свои айфоны, но наш мозг с такой же частотой не обновляется. И мы все те же дикие животные, кем мы были очень много веков назад. Нас может окружать куча фастфуда, куча партнеров и куча ресурсов. Но цель нашего мозга остается одной – выжить в благоприятных условиях и дать потомство. У девушек – найти здорового партнера и выносить плод, а у мужчин – максимально распространить свой ген. Мы животные, которые должны охотиться и сидеть у костра. Но наше окружение очень сильно изменилось. Наш мозг запрограммирован на высококалорийную еду, на размножение, на выживание, на избегание боли, в том числе эмоциональной, и повторение удовольствия. Это вся суть жизни. Поэтому все, что нас окружает, это может легко привести к чрезмерному потреблению. Все благодаря нашей лимбической системе в мозгу, что есть у всех млекопитающих, которая выполняет одну и ту же функцию – выживание. И у вашей собаки или кошки, у крысы или барана все работает точно так же. От баранов нас отличает не так много, разве что наличие нелюбимой работы и ипотеки. Мы можем понимать последствия переедания, чрезмерного просмотра порнографии. Именно поэтому мы хотим бросить курение, поэтому хотим перестать вести вредный образ жизни, потому что наша рациональная часть мозга понимает последствия. Но когда это дело доходит до тривиальных вещей в виде еды, потребления и получения нейромедиатора в виде дофамина, серотонина и эндорфина, о чем мы говорили в подробном видео про нейромедиаторы, совокупление, лимбическая система будет требовать от вас сделать то, что позволяет чрезмерно стимулировать эту область. Чрезмерно, ведь наши древние предки с трудом находили партнера и с трудом сохраняли свое потомство, как добывали еду. А сейчас, зайдя в супермаркет, взяв себе парочку баночек газировки или зайдя на порнографический сайт, вы получаете доступ к такому же количеству пищи и количеству сексуальных партнеров, как все ваши предки вместе взятых и получали за несколько столетий. Мозгу млекопитающего без разницы на последствия. О последствиях думает только ваша рациональная часть. Но наша животная часть преобладает над нами. Поэтому, если мы не можем ее приручить и сказать ей, что мы не будем ей уподобляться, она будет эксплуатировать нас. Мозгу млекопитающего без разницы, будете ли вы питаться только фастфудом и смотреть порнографию часами. Ведь потребность в калориях и продолжении своего гена, поиска партнера мозг удовлетворяет. А то, что вы на самом деле справляете нужду на ненастоящего партнера с экрана монитора, и что в скором времени вы умрете от язвы или тромба, это не его дело. Ведь мы настроены на дефицит ресурсов. И организм будет искать больше и запасаться этим. А живем
мы в его профиците. Наша генетическая программа заточена по то, чтобы мы ели, плодились и в конце концов умирали. И если лимбическая система найдет короткий доступ к пище и постоянной смене партнеров, она будет его эксплуатировать. Было множество экспериментов, когда, например, обезьяны предпочитали отдавать свою пищу взамен на просмотр ягодиц самок своего вида. А крысы могли без конца нажимать на кнопку, которая пускала электроимпульс, стимулирующий выработку гормонов удовольствия, даже если он будет под угрозой смерти. И будет он продолжать. Дело в дофамине. Именно дофамин является нашим мотиватором для существования. В схожих экспериментах область, связанную с выработкой гормонов удовольствия, отключали у крыс. И они прекращали добывать еду, размножаться, ведь у них не было стимула. Дофамин, что работает у нас в динамике, работает как мотиватор, что работает как гормон предвкушения. Вы захотели шоколадку, и пик его выработки будет в момент, когда вы идете за ней в магазин и делаете первый укус. Дальше его уровень снижается до обычных значений. Ведь если бы он вырабатывался всегда, мозг бы сломался. Однако, когда мы перестимулируем его, съедаем тонну шоколада, просматриваем кучу видео с горячими девочками или мальчиками, у нас появляется некая толерантность к этому. Нас уже это не насыщает и хочется больше. Ведь наш организм адаптивен, и он обязательно адаптируется как к плохому, так и к чрезмерно хорошему. Уровень нормы. Когда человек пересаживается с Лады Калины на Порш, он вряд ли захочет обратно пересесть на Ладу Калину. И от чрезмерного количества половых партнеров, вредной еды и просмотра порнографии эффект такой же. Лимбическая система превращает это в зависимость, которая ничем не отличается от наркотической. Зависимость, когда хочется больше, а нравится меньше. Зависимость буквально отравляет наш организм, истощает. И согласитесь, было бы гораздо проще, если бы любую такую зависимость можно было решить как пищевое отравление. На тот случай на помощь может прийти полисорб. Это самое необходимое, что должно быть у вас в аптечке, особенно у взрослых. Ведь сорбент может заменить несколько лекарств сразу и существенно сэкономить бюджет. Это оригинальный лекарственный российский препарат, который на рынке уже 25 лет, производимый по всем стандартам качества. Он показан при пищевых отравлениях, кишечных и ротовирусных инфекциях, аллергии в комплексной терапии, похмелье и прочем. А разрешено принимать даже беременным и детям с рождения. При любом из отравлений полисорб разводится с водой и начинает действовать уже через 5 минут после приема. С более подробной информацией можете ознакомиться на сайте полисорба, а приобрести в любой ближайшей аптеке. Есть такой интересный эффект. Эффект Кулиджа. Его можно назвать ловушкой сексуального разнообразия. Эффект заключается в том, что нам рано или поздно надоедает что-то одно. И когда у нас один партнер, особенно если он не удовлетворяет какие-то наши потребности или фетиши, наш мозг захочет чего-то новенького. Это работает как с самками, так и особенно с самцами. Просмотр порнографии — это постоянная смена партнеров. Чем больше разнообразия, тем сложнее остановиться. Но это что касается устройства работы мозга и вознаграждения. Лимбическая система думает, что самая известная порноактриса, которая у нас на экране, это наша девушка, которая через 9 месяцев даст нам прекрасного ребенка. И еще 247 таких же девушек ранее, что дадут нам еще столько же детей. Если не брать этику, то со своей биологической задачей мы справились. Однако, как объяснить древнему внутреннему органу, что это лишь набор пикселей, правда? Древний человек даже не знает, что это. Такой цикл, когда мы стимулируем себя порнографией, приводит к иным последствиям. Знакомство с порнографией в раннем возрасте и чрезмерный его просмотр буквально сразу же начинает формировать кучу комплексов и нереалистичных стандартов внешности, размеров половых органов, тела, нереалистичные ожидания от первого раза и так далее. Только в этот раз это актуально как для парней, так и для девушек. Некоторые девушки начинают комплексовать из-за фигуры, внешности или размера груди, а парни из-за тела и размера своего уменьшенного друга. Ведь индустрия взрослых развлечений всегда все гипертрофирует для нашего большего удовлетворения от просмотра, для того, чтобы больше людей подсело на этот наркотик. А тему порнографии не принято обсуждать в обществе, как и на уроках сексуального образования, если таковые вообще есть. И это цикличный капкан. Мы с детства воспринимаем это как запретный плод, о котором мы не можем говорить. Мы подсаживаем себя на этот наркотик, постоянный просмотр формирует у нас комплексы и нереалистичные стандарты, о которых мы также не можем поделиться. По итогу, наши страхи и комплексы оседают в нас, несмотря на то, что они ничего общего с реальностью не имеют. Это заставляет нас бояться своей сексуальности, проявлять ее и говорить о ней, своего тела, а что особенно актуально для подростков, первого сексуального опыта, когда каждый из партнеров думает, а что если он или она подумает, что я выгляжу не так, как в тех самых
самых видео. И это разочарование может прийти, если партнер действительно смотрел что-то более хардкорное. Или еще большая проблема – формирование фетишей. Зачастую нам надоедает то, что мы видим, и нам начинает хотеться чего-то более интересного или экстремального, чего в интернете навалом. И сначала подросток знакомится в принципе с таким жанром видео, а через 5 лет понимает, что у него такое количество нездоровых фетишей и увлечений, которые вредят его отношениям, обычной жизни и могут в принципе граничить с законом. Но, конечно, у порнографического контента есть и позитивные стороны, хоть их, будем честны, гораздо меньшее количество. Такой жанр видео позволяет больше узнавать свое тело и раскрепощаться, улучшать качество личной жизни с постоянным партнером, вводя в жизнь что-то новое, позволять изучать тему сексуальности, не табуировать ее. Однако, это если мы говорим о взрослых людях и парах. Для подростков это работает в основном в одну, преимущественно негативную сторону. Парень начинает загоняться, с девушкой проблемы, с уверенностью тоже, и так до бесконечности. В связи с этим у парней появляется вопрос: а что если воздерживаться? По факту, это не имеет большого смысла, хоть порой полезно и все индивидуально. Гормоны и потребности у всех разные. Кому-то долгое воздержание навредит, а кого-то научит летать и ходить по воде. Ну или просто нормализует выработку тестостерона. Мужской организм — это по сути инкубатор сперматозоидов, и мы должны их выпускать наружу. Ведь семенная жидкость регулярно обновляется, и организму нельзя допускать ее слишком долгих застоев. Однако, если эта разрядка очень частая, это приводит к низкому уровню тестостерона и низкому уровню счастья от жизни и мотивации из-за гиперстимуляции дофаминовой системы. Поэтому в первую очередь лучше откажитесь от порно. Это самый главный триггер для большинства. Правда, и большинство боится себе в этом признаться, называя подобную потребность нормой, когда по факту вы зависимы от бескрайнего количества порнографии. И когда парень хочет разрядки каждый день и по несколько раз, он в первую очередь хочет пикантного видео. Точнее, его внутреннее животное хочет. Если вы уберете этот триггер и начнете воздерживаться или справлять нужду со своим постоянным партнером, что лучше всего, или вручную, но без стимулятора в виде порнографии, регулярность и желание подобной ручной разрядки будет пропадать самостоятельно. Но и переизбыток подобной разрядки опасен, ведь иначе у девушек может временно снизиться чувствительность, а мужской организм начнет работать сверхурочно, что будет постоянно и быстрее генерировать семя, затрачивая максимум энергии, превращая парня в апатичного, ленивого бака с белой жидкостью. Организм просто истощается, система удовлетворения перенасыщается, и мы банально ломаемся, становимся неувереннее, неудовлетвореннее и тупее. Любая зависимость при отсутствии ее контроля рано или поздно превращает человека в существо, в дикое тупое животное, что живет только ради своей зависимости. Если не прекратить постоянный просмотр порно, то рано или поздно жизнь скатится в серые краски без здоровой сексуальной жизни, с комплексами, в ленивом, сломанном и постоянно деградирующем теле, которое хочет все больше, а получает удовольствие все меньше. Но как это сделать? Порнография — это вечно развивающийся чрезмерный стимулятор для нашего мозга. Посмотрели одно, теперь этого будет не хватать. Нужно больше. А если не насыщаетесь или перенасыщаетесь тем, постоянно впадаете в яму неудовлетворенности. Поэтому нужно что-то менять. Во-первых, измените свое окружение. Начните контролировать доступ в сеть в виде расширений и блокаторов, что будут блокировать сайты для взрослых, и если захочется обойти установленные собой же ограничения, бейте себя по рукам. Или сделайте минутную дыхательную практику, чтобы остановить этот резкий стимул. Во-вторых, измените свои привычки. Поймите, когда именно вам хочется получить дозу. Когда скучно, когда одиноко. Понаблюдайте за этим и начните, например, читать книги в свободное время, выходить на улицу и формируйте привычки вне дома. Ходите в спортзал, гуляйте с друзьями. Начните быть более продуктивным и плодотворным. Тоже по отношению к отдыху. Сделайте его более активным или интересным, когда не будет времени даже подумать об этой ловушке и вновь в нее окунуться. Если желание приходит ночью, сформируйте режим и ложитесь спать раньше обычного. Когда возникает желание, перебейте его и, например, отожмитесь кучу раз, попейте воды или понюхайте ее, или подышите свежим воздухом. Избегайте тематических мест, тематических сайтов и любые стимулирующие факторы. Или найдите себе регулярного партнера. В-третьих, контролируйте себя и будьте готовы к упадку сил, лени или вовсе абстинентному синдрому. Это нормально. Когда организм не получает дозу, у него начинается ломка. Вам стоит перетерпеть чувство дискомфорта.
оно того стоит. Если вы не победите в битве с самим собой, вы проиграете с внутренним животным и продолжите этот бесконечный разрушающий цикл. И даже если будут откаты, когда вы срываетесь, не корите себя за них и продолжайте дальше, до тех пор, пока не избавитесь от зависимости полностью. Ведите учет воздержания и хвалите себя за каждый день. Вы должны приручить самого себя. О том, как эффективно избавиться от подобной зависимости и не только, как понять себя и свои предпочтения, справиться с комплексами, этому посвящен мой марафон «Перезагрузка», о котором я уже давно рассказываю и рад поделиться, что уже более сотни участников прошли его и всем довольны. А показатель удовлетворенности своей жизнью, исходя из запросов участников, увеличивается после его прохождения. Это большой обучающий материал в виде уроков и практик, созданные совместно с психологами, выполняя которые вы будете лучше понимать себя, свое тело и чувства. Ссылка для ознакомления, как и пробный урок, в описании. И используйте промокод «Новый Я» на скидку в 10%. Он действует всего пару дней, поторопитесь. Оплатить доступ теперь можно частями. А также теперь доступен пробный период с первой главой по очень низкой цене. Это мой первый продукт, который создан помогать вам, и которым я очень горжусь и за который я ручаюсь. Давайте подведем итог. В порнографии есть как и хорошее, от того, что это нас раскрепощает и в каком-то смысле двигает прогресс, так и плохое, ведь это формирует огромное количество комплексов, страхов, а также странных фетишей и нереалистичных стандартов внешности и тела. А что касается большинства парней, порнография превращается в зависимость, настолько сильную и уничтожающую наш организм и мозг, что слезть с нее так же тяжело, как с самых тяжелых наркотиков. Так что, если заканчивать эту очень взрослую и важную тему, начните избавляться от порнографической зависимости. Особенно те парни, которые хотят стать увереннее, заговорить с девочками и перестать разминать руку на пикселе на мониторе. Индустрия развлечений для взрослых никуда не денется и будет развиваться дальше. Это наша особенность, наш плюс и одновременно один огромный порог, который нужно держать под контролем. Это капкан для нашего внутреннего животного. А животное нужно приручить. Пора выбираться из капкана. Приглашаю вас на мой марафон. Спасибо спонсорам с Boosty. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой Telegram и Instagram. Всего хорошего.